Итак, погнали. Импортируем нашу сидушку. Импорт файл сидушка. Все, она в сцене. Сохраним файл. Как хотите, сидушка. Туториал. Пусть будет. Самое важное, чтобы путь сохранения имел только латинские буквы, не имел кириллицы, иначе файл не будет открываться. Так, все. Создали, сохранили файл. Прежде чем начнем, я рекомендую создать вот такой шелф. В шелф можно поместить любые инструменты, какие вам угодно, для быстрого обращения к ним. Чтобы создать шелф, нужно перейти в Windows, Shelves, New. Задаете имя, появляется такое окошко. Здесь в шелфе, внутри шелфа можно создать табы. То есть в табах могут быть другие инструменты по категориям, например, Surface, кривые. Вот. Но также вы можете переименовывать как шелф, так и табы, как вам угодно. Чтобы создать таб, нужно нажать на здесь на бургер и New Tab. Чтобы добавить в шелф и в таб инструменты, нужно выбрать инструмент, вот первый объект, нажать на него центральной кнопкой мыши и перетянуть в шелф. Чтобы удалить какой-то инструмент, который добавлен неправильно, случайно, или вы не пользуетесь, не используете, также центральной кнопкой мыши, колесиком, колесиком нажимайте и delete. Окей. Чтобы повторить мой шелф, потому что я буду к нему обращаться чаще всего, это я объясню, где находится инструмент. Object находится в пик, самая первая вкладка. Object помещаем, потом Nothing, вот так вот помещаем, потом Curve, New C Curve находится в Curves, помещаем сюда вот, потом CV находится в пик, CV, вот, его помещаем сюда, потом Move находится в Transform, вот он, сюда помещаем. Потом line находится, короче, в curve. Такие point. Curve toolbox. Нажимаем один раз. Вот открывается. Вот здесь line. Перемещаем его сюда. Это обычная линия. Потом вот эта симметрия находится в Object Edit. Вкладка Align. Вот Symmetry Plane. Align нам пригодится сегодня. И Transform CV находится вот здесь, вот, в Control Panel Shelf, то есть вот так вот у вас выбрит он. Вот так вот. И отсюда я перетащил. Мне так удобнее. Ладно, погнали. Позиционировать сидушку относительно оси координат. Выбираем сидушку. Как видим, центр пивот находится у нее в центре оси координат, ровно в центре. То есть, когда мы будем вращать объект, будет вращаться вокруг, вот видите, вокруг вот этой точки, соответственно, а не вокруг себя, как нам нужно. Что для этого нужно сделать? Нужно выбрать объект и вот в Transform Set Pivot есть центр Pivot. Сразу в центр примерно. Начать это, конечно, неправильно, центр сразу видно. То есть он смещен, но это в любом случае нам поможет. Чтобы отпозиционировать сидушку относительно центра координат. Теперь берем ротати, вращение. Переходим на какой-нибудь из видов. Включаем ортографический вид, ортографик. И вращаем.
на левую кнопку мыши по оси Z. Вращение идет из вида слева. На правую кнопку мыши по оси X. И на колесико мыши по оси Y получается. Вот видите, из-за того, что центр пивот, из-за того, что пивот объекта находится вот здесь, он смещен. Поэтому вращение идет по дуге такой неправильный. Ничего, нам нужно хоть немножко его отцентровать. Немножко более точный. Потом покажу, что с этим делать. В ротате снова вот так вот примерно, да, где-то. Так вот. Теперь давайте с этого вида посмотрим, что тут происходит. Так вот немножко. Теперь подвинем объект. Относительно вот этой линии немножко по центру. Вот так выставим, да, вот так по центру. Вот так вот, да. Ну и все, в принципе. Так, теперь пивот сместим уже вручную. Для этого переходим в трансформ и set pivot. Активировали инструмент и на левую кнопку мыши перемещаем пивот. Я рекомендую его поместить в центр оси координат, чтобы подвинуть его более точно по пикселю, или почему он равняет, какой у него ход-то, или миллиметр, или пиксель. Это на клавиатуре, на эти стрелочки. Вот, можно так подвинуть. Отлично. Теперь подвинули пивот. Все равно он будет вращаться криво. Можем в этом убедиться. Почаще сохраняйтесь, кстати. Потому что периодически программа может там вылетать из каких-то ошибок. Поэтому так будет лучше. Все равно в ротате, вот видите, как по дуге он все равно криво идет. Неправильно. Для этого, хоть мы и поставили центр пивот, центр объекта, для этого нужно нажать Zero Transforms. То есть вот эти трансформации, которые здесь сделаны, Transform Info, они сбросятся. Нажимаем Transform, все. Сбросились. И теперь вращение будет адекватно себя вести в объект. О, видите? Отлично. Никаких искажений в дуге. В дуге вращения. Теперь отцентруем сидушку таким образом, чтобы вот эти дуги смотрели параллельно оси Y. Так, кстати, я вот этот не учел момент. Нам нужно перевернуть сидушку, чтобы она шла параллельно оси Y, перпендикулярно оси X. То есть, параллельно оси X, перпендикулярно оси Y. Для этого ротате на правую кнопку мыши вот так вот вращаем в центр, примерно в центр, вот так. Все отлично, потому что симметрия работает только вокруг оси X. Вот эта симметрия, которая находится, это правая кнопка мыши, нажимаем на слой, это слой, симметрия, видите, то есть он создается вокруг, вот наложение происходит сидушки относительно оси X. Поэтому это очень важно. Это очень важно. Так. Снова rotate. Нужно параллельно оси X выровнять дуги. Примерно делаем. Для большей точности берем line, ставим точку в любом месте, на среднюю кнопку мыши вытягиваем параллельно оси X. Line. Теперь его подвинем поближе к дугам, чтобы было лучше видно. И теперь Object, Rotate. И вращаем на левую кнопку мыши. Вот так вот.
Вот так вот, вот так. Ну, в принципе, нормально, да. В принципе, нормально можно удалить. Так, теперь посмотрим здесь вот. Line также рисуем в любом месте, неважно где, потому что мы все равно подвинем. Move. Вот так вот поближе, поближе. Пристукуемся к одной из дуг вот этих металлических. Сидушки. И rotate. Теперь на колесико мыши двигаем вот так вот. Вот так вот. Move. Вот так вот, отлично. В принципе, мне надо чуть-чуть отрегулировать вращение. Ну, так пойдет, короче. Так, посмотрим теперь. Вот сместилось немножко, не вращением уже, а мувом. Немножко сдвинем вот. Вот так вот. Ну и все, в принципе. Все готово. Теперь что посмотрим здесь? Ну, можно немножко поднять. Хуже не будет. Ну, примерно вот так вот пусть будет. Так вот. Нормально. Ну, все, отлично. Отлично. Сохраняемся и переходим к созданию нового слоя.